Друзья, всем привет! Наконец-то пришло лето. Сезон солнца, моря и релакса дарит нам особенные десерты. Ягодный крамбл – чудесное решение, чтобы почувствовать новый вкус ягод. Идеальную пару ему составит в чай-лаваре мятный бриз с освежающим легким ароматом и таким же насыщенным, богатым летним вкусом. В его составе гармоничный летний букет: мята, шиповник, лемонграсс, чабрец, фенхель и розмарин. Попробуйте летом на вкус. Итак, приготовим тесто. Для него нам понадобится 80 граммов муки, 70 граммов сливочного масла холодного, 50 граммов коричневого тростникового сахара и 40 граммов овсяных хлопьев. Овсянка плющенная. В миске соединяем все сухие ингредиенты. Это мука, сахар и овсяные хлопья, плющенные. Из всех крамблов это классический, ореховый, овсяный. Овсяный мне нравится больше всего. Это самый вкусный крамбл. Перемешиваем. Если вы любите, сюда можно добавить щепотку корицы или кардамона. Холодные кубики сливочного масла. Все это, конечно, можно сделать в комбайне, а можно вот так руками. Разминаем кончиками пальцев и превращаем все это в крошку. Если вы воспользуетесь комбайном, то вам понадобится насадка, лепесток или весло. Получилась вот такая крошка. Отлично. Берем небольшой противень или досочку, пергамент и выкладываем крамбл. Равномерно распределяем, чтобы все кусочки были плюс-минус одинаковые, для того, чтобы крамбл пропекся равномерно. И отправляем подготовленный крамбл приблизительно на 30-40 минут в морозильную камеру. Крамбл простоял в морозильной камере 30 минут, он хорошенько охладился, затвердел. Отправляем теперь его в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 12-15 минут. Он должен хорошо зазолотиться и быть хрустящим. Какой ароматный этот крамбл! Безумно какой! Ароматный. Ароматный. Крамбл выпекался 15 минут, и он готов. Смотрите, как это красиво, а как вкусно. Готовый крамбл отставляем пока в сторону, чтобы он чуть остыл, а я пока приготовлю ягодную начинку. Для приготовления ягодной начинки нам понадобится 100 граммов малины, 100 граммов клубники, 100 граммов вишни без косточки, 50 граммов черники, 30 граммов сахара, 20 граммов кукурузного крахмала и по желанию можно добавить пряности: корицу, бадьян, кардамон, гвоздику, если захотите. Кстати, ягоды могут быть как свежими, так и замороженными. У меня, допустим, вишня и черника в заморозке, малина и клубника свежие. В сотейник отправляем все ягодки. Нарезанную клубнику отправляю сюда же. Сахар перемешиваю с кукурузным крахмалом. Отправляю к ягодам. Включаю плиту и при постоянном помешивании довожу ягодную массу до кипения. Она должна прокипеть буквально 30-40 секунд для того, чтобы крахмал заварился. Ягодная начинка у меня закипела, прокипела буквально 30 секунд. Я сняла ее с плиты и обязательно попробую. Важно понимать, заварился ли кукурузный крахмал. Да, заварился. Иногда так бывает, что нужно не 30 секунд, а, допустим, 1 минутку. Лучше всегда проконтролировать процесс и попробовать начинку. Оставляю буквально на 5-10 минут при комнатной температуре, чтобы она чуть остыла. Итак, у нас все готово для того, чтобы собрать десерт. Остывший крамбл и чуть теплая ягодная начинка. Крамбл можно собирать вот в таких... Кто это? Кайман? Нет. Емкость. Крамбл можно собирать вот в таких формочках и в них же подавать, а можно собрать вот в таких прозрачных. Итак, на дно чуть-чуть крамбла,
чередовать слои. Крамбл, начинка, крамбл, начинка. Наверняка вы спросите, почему я не сделала более привычный вариант, когда готовится начинка, тесто, все это объединяется, отправляется выпекаться. Дело в том, что если я на дно формы положу ягодную начинку, сверху покрою ее сырым тестом, в духовке начинка начнет продолжать отдавать эту влагу кому? Конечно же, крамблу, и он не будет таким хрустящим и вкусным. Поэтому вот такой вариант намного вкуснее. Обязательно попробуйте. Наш десерт готов. Уверяю вас, это безумно вкусно, а еще легко и просто. Ягодная начинка такая нежная, а крамбл хрустящий. И вот такая прожаренная овсянка очень вкусная. Если не любите овсянку, замените ее на орех. Обязательно приготовьте такой крамбл именно по этой технологии и поделитесь со мной в комментариях, как вам результат. Понравился? А больше рецептов вы, как всегда, найдете в моих книгах, на моем сайте, на моих мастер-классах и здесь, на моем YouTube-канале. Подписывайтесь, комментируйте, не забывайте ставить лайки. Лайки ставят там? Конечно. И давайте готовить вместе с любовью и удовольствием.